Мы с вами в зале фламандского искусства Пушкинского музея. Здесь представлены произведения XVII века. Это эпоха сложная в истории страны, время разорения после испанских войн. Однако в искусстве это период необычайного расцвета, который освещен такими именами, как Петр Пауль Рубенс, Франц Снейдерс, Антониус ван Дейк и Якоб Йорданс. Якоб Йорданс родился в 1593 году в Антверпене в семье Барбары и Якоба Йорданса, торговцев тканями. Якоб Йорданс был старшим из 8 детей в семье, и он получает образование в мастерской Адама ван Норта, художника, и уже в 17 лет получает звание свободного художника и начинает работать самостоятельно над большими живописными произведениями. Одно из ранних произведений Йорданса в коллекции Пушкинского музея «Сатир в гостях у крестьянина». Картина Якоба Йорданса «Сатир в гостях у крестьянина», начиная с 1930-х годов, подвергалась реставрационным работам и исследованиям в реставрационном отделе Пушкинского музея. И с картины был сделан рентгеновский снимок, который показывает нам работу мастера, дает возможность проследить те изменения, те сомнения, те поиски в образах, которые сопутствовали работе над произведением. В частности, на снимке видно, что значительно были изменены фигуры персонажей. Например, фигура сатира была развернута первоначально лицом к зрителю в 3/4, в другом положении находилось его плечо. В позднем варианте картины Йорданс разворачивает фигуры друг к другу, как бы замыкая их взглядами, жестами в общении, в диалоге, который так ярко разворачивается на глазах зрителя. Кроме того, известно, что в процессе работы над картиной работа шла в 2 этапа. Начал Йорданс приблизительно в 1622 году работу над этим произведением, а окончил только в начале 1630-х. И на втором этапе работы над произведением был значительно изменен холст этого полотна. Он был надставлен 4 дополнительными кусками, которые мы можем видеть по бокам и внизу произведения. Мы точно не можем сказать, для чего это понадобилось художнику. Возможно, это как-то было связано с условиями заказа, но совершенно очевидно, что композиционно и живописно для Йорданса это были части холста, которые позволили показать очень важные детали. Мы видим, как на самом крупном фрагменте, который был надставлен внизу холста, появляются ноги хозяев дома, ноги главных персонажей, и эти простые, может быть, даже отчасти грязные, мускулистые, загорелые ноги крестьян дают совершенно необыкновенную живую энергию их образом. Они как будто танцуют здесь, находясь под поверхностью деревянного стола. Рядом появляется этот необыкновенный кусок живописи, этот кувшин, который стоит на полу, и мы видим, как здесь на его поверхности написаны с необыкновенным богатством, колористическим богатством художником, яркими красными, охристыми, оранжевыми тонами, золотистыми тонами и зажигающимся на его боковой поверхности бликом, данным в свинцовых белилах. Здесь особенно ярко видна свободная, пастозная, живописная работа мастера, когда мы видим необыкновенное разнообразие мазков на поверхности холста, от очень подробных, точечных, быстрых до свободных, ярких и очень широких мазков, дающих возможность охватить взглядом всю форму предмета. Мы видим, как появляются рядом копыта сатира, покрытые белой шерстью, и художник как будто бы играет с контрастами фигур персонажей, находящихся на переднем плане, угловатый, находящийся в очень неудобной, как будто изломанной позе фигуры сатира, и мягкой, спокойной, плавной,
главной, ладной фигуры женщины на переднем плане. Мы видим, как по-разному художник работает с светом, когда он дает очень темные, коричневые, охристые тона в грубой колористической гамме, покрывающей кожу сатира, и более нежные, светлые, сияющие, белые и покрытые розовым румянцем лица людей напротив. Мы видим, как сбоку, опять же, на надставленном фрагменте холста загораются яркими красными тонами угольки в очаге в доме крестьянина, и это дает ощущение атмосферы, теплоты, слитности этих персонажей, каких-то живых эмоций, которые самой жизнью проступают в образах Йорданса, делая его произведения действительно великолепными образцами барочного искусства XVII века. Йорданс — неутомимый, страстный и гениальный рисовальщик, и в его наследии больше сотни прекрасных графических произведений, созданных разными материалами. Это карандаш, это мел, сангина и акварель. Очень часто это просто студии с натуры, просто зарисовки тех моментов окружающей жизни, в жизни его семьи, членов его семьи, которые его интересовали. Он вновь и вновь рисует любимые лица, рисует фигуры в разных позах, но часто это и листы, созданные специально в качестве подготовки к каким-либо живописным произведениям. И в данном случае лист «Старуха-служанка с трактирной доской» — это подготовительный рисунок к серии, посвященной фламандским пословицам. И перед нами женщина, старая, пожилая женщина, которая держит в руках деревянную доску. И мы видим, что художника интересует не столько сюжета здесь пока что нет, но его интересует сама пластика движения, эти сильные руки мощным движением, устремляющиеся наверх. Он необыкновенно точными линиями черного мела обрисовывает грубую ткань ее платья, показывая складки, прослеживая саму структуру этой ткани. Он совершенно беспощадно показывает пожилое, покрытое морщинами лицо, профиль с крючковатым носом, дряблую старческую шею, множество морщин и впалые щеки, возможно, отсутствие зубов у этой женщины, нанося мелкие и очень точные, тонкие штрихи с красноватым цветом сангины, которые дают ощущение тепла человеческой кожи. И в целом образ приобретает необыкновенную жизненность, скульптурность, как будто бы ощущение самой жизни, которое художник видит и чувствует, не стараясь приукрасить во всей его красоте и безобразии. Его в равной степени интересуют любые проявления жизни человека внешней и внутренней, и он точно и эмоционально переносит их в свои рисунки.